Всем привет! Вы на канале SuperKit. Купил SSD Goodram CX300 на 120 гигабайт для улучшения компа, про который видео выйдет через пару других обзоров. И раз уж есть такой SSD у меня на руках, то почему бы не потестировать этот накопитель. А также будет интересно сравнить его с SSD Goodram Iridium, видео на обзор которого уже было на канале и будет предложено к просмотру в рекомендациях в конце данного обзора. SSD поставляется в коробке, на которой указаны характеристики. Заявленная скорость чтения до 550 МБ в секунду, а записи 450 МБ в секунду. Емкость 120 гиг, тип памяти TLC, SATA 3, форм-фактор 2,5 дюйма. Кроме SSD в коробке, как и к Iridium, есть рамка для увеличения толщины до 9,5 мм, толщина же самого диска все те же 7 мм. Вес всего 33 грамма, по сравнению с винтом в ноуте можно выиграть грамм 50. Переходим к подключению. Для начала, как и все диски, его нужно инициализировать, создать раздел, задать букву и отформатировать в выбранной файловой системе, в качестве которой будет NTFS. Как и всегда, тесты будут совершаться с использованием стандартных для этого программ. Начать предлагаю с программы Crystal Disk Info, в которой можно посмотреть смарт, время работы, количество включений и все остальное. Ну и SSD Live. Куда же без теста на чтение и скорость доступа программой HDTune. Походу, как и у всех дисков Goodram, по крайней мере современных моделей, полную информацию о ресурсе можно увидеть только через фирменную программу от компании Goodram. Ну и с рождения эти показатели составляют 99%. То есть 1% уже нет, куда-то делся. Что же, подошло время и теста на скорость с помощью Crystal Disk Mark. Отзывчивость секторов программой Victoria покажу лишь частично, не думая, что у SSD могут возникнуть с этим проблемы. На сайте компании Goodram также можно ознакомиться с характеристиками продукции. На этом же сайте можно найти ту самую фирменную прогу для мониторинга за состоянием. Однако бывает, что производители используют в виде кэша либо AZU, либо небольшой объем более быстрой памяти, чем в целом у диска. Для этого я решил произвести тест в виде записи объемных файлов. В данном случае это 4 файла по 4,5 гигабайта, в общей сложности около 20 гиг. Предварительно я их записал на свой RAM диск. Что это и о чем это, видео об этом также будет в рекомендуемых по окончанию. То есть скорость чтения вообще не ограничена возможностями любого SSD, что даст гарантию невлияния данного параметра на тест. Запускаю запись этой папки с почти 20 гигами для замера реальной скорости записи. По результатам теста четко видно, что не записав на себя и половины этого объема инфы, скорость начала стремительно падать, то есть к своей реальной настоящей скорости. А иллюзию в 400 с лишним мегабайт в секунду на запись нам задают либо кэш из оперативной памяти, обычно для модели 120 гиг это не более 256 мегабайт, либо небольшая часть более быстрой памяти, которая также выполняет по сути роль кэша. Реальная скорость записи этого SSD почти по всему объему около 100 МБ в секунду. По использованию ОС вы это не заметите никак. Заметить это можно, если использовать твердотельник как накопитель для переноса инфы.
И когда будете записывать более-менее весомый объем, почти сразу скорость и просядет, как и у меня. И кстати да, скорость записи этого TLC диска и является главным отличием от Iridium диска с MLC ячейками. Почему я взял в комп именно эту модель? Потому что Iridium существенно подорожал от прошлой покупки, а этот наоборот подешевел, и почти отсутствовавшая разница в цене превратилась в существенную, около 30%. Ну и было интересно потестить модель от одной фирмы не только с MLC ячейками, а и с TLC. Потому что тест разных моделей именно от одной фирмы производителя дает возможность сравнить технологии. А здесь еще и контроллер одинаковый, просто идеальные условия для сравнения. Гарантия на диски этой фирмы 3 года, по крайней мере в магазине, в котором я покупал. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!